сейчас мы будем обратно возвращаться с Лужников на Воробьевы горы. Мы с вами отправляемся с Лужников на Воробьевы горы. Но мы сделаем остановку на станции Новая Рига. Оказывается, теперь в летний период работает. Мы прибываем на станцию Новая Рига. Сделаем остановку и посмотрим отсюда на виды Москвы.
Итак, история Московской канатной дороги. В 1953 году для обслуживания большого трамплина на Воробьевых горах, который в настоящее время демонтирован, в 2016 году был открыт канатно-кресельный подъемник длиной 340 метров. Имелось всего лишь две станции. Станция Воробьевы горы и станция на Воробьевской набережной. Но с прошествием времени канатно-кресельный подъемник стал непригодным для эксплуатации и был демонтирован в 2016 году. А строительство новой московской канатной дороги началось 1 августа 2016 года. Строительство завершилось в 2018 году. Открытие планировалось к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Но из-за затяжных тестовых испытаний несколько раз сроки передвигались. И только 26 ноября 2018 года открылась московская канатная дорога. А большой трамплин на Воробьевых горах был открыт также в 1953 году. Был самым лучшим в Советском Союзе. Проводились различные соревнования местного и всесоюзного характера. Однако тоже с прошествием времени поменялись международные стандарты лыжного трамплина. Теперь они должны были иметь высоту в 75 метров. А большой трамплин на Воробьевых горах не достигал этой высоты чуть-чуть. Ее высота 72 метра. Решено было снести данный большой трамплин и построить на него новый, уже по международным стандартам, высоту 75 метров. Мы сейчас скоро отправимся на станцию Воробьевы горы, но мы сейчас еще посмотрим отсюда красивый вид на Московскую канатную дорогу и, конечно, на Москву. Отсюда, в принципе, тоже, так скажем, хорошие виды. Москва-Сити. Московские небоскребы. Первые проекты были задуманы еще в 1991 году, то есть еще до распада Советского Союза. Конкретные идеи уже в начале 90-х, однако реализация началась только в конце 90-х, начало нулевых. Более подробная история об Москва-Сити вы можете посмотреть видео «Музей Смотровая Москва-Сити». Ну а справа, к сожалению, за деревьями, увы, не видно, это Лужнецкий метромост. Был открыт 7 ноября 1957 года как автомобильный мост, а 12 января 1959 года как метромост. С открытием станции Ленинские горы с 1999 года Воробьевы горы. Однако за эти 2 года мост быстро пришел в негодность. Причины были очень многие, которые повлияло на дальнейшую судьбу этого моста. Сочетание проектных ошибок, дефект гидроизоляции. К началу-середине 80-х годов мост потерял более половины несущей своей способности. Станция Ленинские горы была закрыта 20 октября 1983 года. А в 1986-1987 годах были построены отдельные пролеты для поездов в 25 метрах от главной оси моста. Это позволило начать реконструкцию этого моста. Но, увы, эти года выпали на самые сложные для страны события. Перестройка, распад Советского Союза, экономический кризис в стране. В общем, все это подействовало на то, что станция Ленинские горы, а с 1999 года Воробьевы горы, была закрыта вплоть до 2002 года. Но автомобильный мост тоже не оставался в стороне. Был закрыта реконструкция с 1999 по 2002
год. Ну, здесь, конечно, тоже красиво. На станции Новая Лига. Продолжаем нашу поездку. На Московской канатной дороге мы отправляемся со станции Новая Лига на станцию Воробьевы горы. Согласись, такая очень красивая поездка. Здесь природный заказник Воробьевы горы. Повсюду Лужники, Москва-Сити. Красивое, так скажем, живописное место. И прекрасный московский вид. Ну что ж, прибываем мы на станцию Воробьевы горы Московской канатной дороги. Сейчас опять немножко трясучка будет. Станция Воробьевы горы. Про Лужники рассказал, пора рассказать про Воробьевы горы. Воробьевы горы в 1935-1999 годах Ленинские горы. Это название местности на юго-западе Москвы, представляющей собой высокий правый берег в излучине Москва-реки. На самом деле это не горы, а крутой обрыв теплостанской возвышенности, подмытый течением реки и покрытый лесопарком. Считается одним из 7 холмов Москвы. Воробьевы горы начинаются от устья реки Сетунь до Андреевского моста, малого кольца Московской железной дороги, всем известное МЦК, Московское центральное кольцо. Является одним из красивых и значимых мест Москвы наряду с Красной площадью и Кремлем. Откуда такое название Воробьевы горы? Происходит по имени села Воробьево, существовавшего здесь с начала 14 века. Названо так по имени его первоначальных владельцев, бояр Воробьевых. Воробьевы горы это были местом
откуда пришедшие на Русь завоеватели смотрели на Москву. В 1591 году на Москву смотрел крымский хан Казы-Кирей, в 1612 году литовский гетман Хаткевич, ну а в 1812 году отсюда впервые взглянул французский император Наполеон Бонапарт. Что здесь имеется примечательного? Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Имелась деревянная церковь, которая существовала в 1453 году. Андреевский монастырь в Пленницах основан дважды, в 1648 и в 2013 году. Был упразднен, как это странно не показалось, не в Советском Союзе, а в 1764 году. Ну и, конечно, главная достопримечательность напротив Воробьевых гор – это Сталинская высотка МГУ имени Ломоносова, Московский государственный университет имени Ломоносова. Один из 7 сталинских высоток и один из самых высоко расположенных высоток в Москве. Заложили эту сталинскую высотку 7 сентября 1947 года в честь 800-летия Москвы. Закончили строительство в 1953 году. МГУ был построен практически на пустыре, в чистом поле. Являлся самым высоким в Европе до 1990 года. Тогда его обогнал один из башен во Франкфурте на Майне, Германия. Ну а позже произошел сначала Триумф Палас на Ленинградском проспекте, а потом башни Москва-Сити. Что можно увидеть, если смотреть на Москву с Воробьевых гор? Если смотреть слева направо. Москва-Сити. Несколько высоток. Здание МИД. Вот там отреставрированная верхушка в таком светлом цвете. Ну и, конечно, Лужники. Без этого никуда не денешься. Еще несколько сталинских высоток. Если видите там вдали, вот типа похоже на чайки или галку, это памятник Петру Первому. За Лужниками купол — это храм Христа Спасителя. Шуховская башня, здание РАН, Лужнецкий метромост. То есть от Воробьевых гор можно увидеть практически всю Москву. Так скажем, Москва на ладони. После такой поездки на Московской канатной дороге можно и прогуляться. Можно здесь, на Воробьевых горах, либо там на Воробьевской набережной, либо в Лужниках. Это дело каждого. Чтобы вы почувствовали, как вообще классно кататься на канатной дороге, приезжайте. Расположена рядом с смотровой площадкой на Воробьевых горах, напротив МГУ имени Ломоносова. Как можно добраться? Можно на метро. Ближайшие станции метро Спортивная и Воробьевы горы на Сокольнической линии и Московского центрального кольца Лужники. На транспорте автобус номер Т-7 от станций метро Октябрьская, Кольцевая и Калужско-Рижская линия. Ленинский проспект Калужско-Рижской линии и Московского центрального кольца площадь Гагарина. Киевская, Арбатско-Покровская, Филевской, Кольцевой линии. Парк Победы, Арбатско-Покровская и Калининско-Солнцевской линии. И Ломоносовский проспект, Калининско-Солнцевская линия. Цена зависит от дня и поездки только в одну сторону или туда и обратно. Более подробную информацию узнавайте на официальном сайте Московской канатной дороги.
Очень красиво, и я, наверное, буду продолжать здесь еще гулять. Потому что лето самый красивый и живописный сезон. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. Куда? Следите на канале. С вами был я, Сэмзэй. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока!